Почему женщины часто жалуются, что знакомятся не с теми мужчинами? Что мужчины не те, места для знакомств не те. И тут надо понимать, что часто совершаются стереотипные ошибки в этих вот местах. Вообще, в принципе, мы живем в таком обществе, где при избытке вообще людей вокруг, нам не с кем нормально как-то вот общаться. У каждого из нас есть телефон, там есть соцсети, сайты для знакомств. Знакомься не хочу, людей в переизбытке. Мы живем в перенаселенных каких-то городах, а людей вот таких вот, с которыми можно было как-то общаться, невозможно с человеком таким как-то познакомиться. Поэтому сегодня мы будем говорить об очень важной в психотерапии теме, которую невозможно переоценить, теме социализации, в частности о том, как женщине познакомиться с мужчиной, на что нужно обращать внимание, какие есть, так сказать, ловушки и ошибки в типичных местах для знакомства. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами говорим о 4 таких распространенных местах, где женщины знакомятся с мужчинами, и какие есть, там, так сказать, подводные камни, ловушки, какие женщины совершают ошибки. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая идея для знакомства достаточно неплохая, это какое-то социальное хобби или мероприятие. Социальное хобби имеется в виду, что вот есть хобби типа читать книжку или вязать, ты там ни с кем не познакомишься, оно хобби, но не социальное. Социальное хобби это там, не знаю, социальные танцы, скажем, игра в мафию, какие-то там, не знаю, может, поэтические чтения, что угодно, где есть много людей. Плюс какой здесь? Ну, изначально ты идешь туда же, куда идут твои единомышленники. То есть, если тебе нравится танцевать, и вот поприходили другие люди, ты с ними общаешься, там, если есть мужчина, которому нравятся социальные танцы, то вот у вас уже есть общая тема. А ошибку, которую женщина может здесь совершать, это если она внимание такого мужчины воспринимает уже как симпатию. Часто вот в этих социальных хобби ты получаешь очень много внимания в контексте вот этого вот увлечения. То есть человек тобой интересуется не как женщиной, не как человеком, с которым он хотел бы как-то сближаться, а как неплохой танцовщицей. То есть мужчина может, например, стремиться с тобой чаще танцевать, потому что ему нравится твой уровень, но при этом у него там есть где-то какие-то свои отношения, там, или вообще жена есть. Ловушка, в которую женщина может попасть, это если оказывается вот так очень много людей во френд-зоне, то есть вроде жизнь наполнена, у меня есть увлечения, мы там вот общаемся с людьми, много вроде как интересного времяпрепровождения, но отношения не выстраиваются, потому что все мое время, вся моя жизнь забита людьми, которые находятся во френд-зоне. Второй способ, как женщины стараются знакомиться, в принципе неплохо, это совмещать полезное и приятное, это познакомиться где-нибудь в путешествии, поехать в какой-нибудь тур, там какую-нибудь за границу, и там вот можно познакомиться. Плюс здесь какой? Это все очень ярко. Собственно, сами по себе вот эти вот путешествия, они как-то так, как-то разжижают кровь, как-то добавляют огня. А потом представьте, вот поехали вы куда-нибудь там к южному какому-нибудь морю, и вот там есть какой-то мужчина, с которым вы общаетесь, вы даже если на завтрак идете, это все выглядит как суперсвидание, как какой-то медовый месяц, понимаете? То есть антураж очень классный. Это все хорошо. Какую ошибку женщины здесь совершают? Они вот это вот курортное поведение мужчины воспринимают как будто он такой и есть, как будто он всегда будет так себя вести. И ловушка, которая может быть здесь, это если после такого, знаете, жгучего курортного романа, вот мужчина и женщина куда-то там возвращаются, и потом продолжают отношения в переписке, где женщина надеется, что оно как-то будет продолжаться. Но так как оно было, уже не будет, а вот о какой-то жизни такой, вне курорта, вы в принципе об этом и не говорили, у вас нету никакого совместного опыта проживания такой жизни. И бывает, что женщины очень много времени просто на это тратят. Вот эти переписки, потому что было так классно, я просто не могу это отпустить. Не могу отпустить наше это лето и нахожусь в вечной осени. Третий способ познакомиться, это когда женщина знакомится в профессиональной среде. Такой ленивый способ. Плюс здесь какой? Ты сразу знаешь, чем человек занимается, на что он живет, чем он зарабатывает. Но опять же, если ты много времени проводишь на работе, то тебе там не надо 2 раза вставать. Ты уже с теми людьми, которые вокруг тебя, с теми мужчинами, которые есть вокруг, ты начинаешь как-то знакомиться. Ошибка, которую женщина может здесь совершать, это путать деловой интерес с личным. То есть, скажем, мужчина вроде бы имеет личный интерес, то он все равно заангажирован. Это какой-то твой или подчиненный, или, не знаю, начальник. В любом случае, эти контексты пересекаются, их невозможно разделить. Ошибка здесь, которую женщина может совершить, к сожалению, часто совершают, это если женщина влюбилась на работе в мужчину, то очень быстро меняется отношение из рабочих в личные, все границы не перестраиваются, и часто бывает, что мужчина женщиной используется просто. То есть она влюблена, а он ее использует по работе. Четвертый способ, как женщина может познакомиться, это знакомство в онлайне. Это, наверное, действительно уже самый ленивый способ, даже ленивее, чем на работе. Плюсы у этого способа достаточно весомые. Ты можешь с телефона познакомиться с кем захочешь, потому что интернет это мировая сеть. Также можно фильтровать людей по каким-то таким общим признакам, по возрасту, полу, не знаю, возможно, имени, стране, языку,
профессии, каким-то вот таким вот вещам. Тонкие моменты, конечно, ты тут уже не отфильтруешь. Минусы какие могут быть? Ну, когда мы переписываемся, мы утрачиваем какую-то часть вот этой вот невербалки, интонации, ты голоса человека не слышишь. Если это голосовые сообщения, кружки там какие-то, не знаю, даже вот видеообщение, как в формате видеоконференции, все равно ты не полностью получаешь вот впечатление о другом человеке. Ошибка, которую женщины совершают при таком способе знакомств, это когда вот эти переписки представляют из собой, знаете, взаимные декларации о намерениях. То есть мужчина говорит, что он что-то собирается делать, и женщина говорит, что она что-то собирается делать. И часто бывает так, что, знаете, все общение это когда люди как будто бы договариваются о том, что никогда не настанет, но просто вот мы живем этим ожиданием того, что будет в далеком будущем. То есть часто бывает так, что женщина находит такого человека для общения. Общение яркое, оно увлекает, оно спасает от скуки, оно спасает, скажем, например, от неудовлетворительных отношений со своим основным партнером. Но это общение, оно бесперспективно. И в этом состоит ловушка вот этих знакомств онлайн. Такое общение, оно мало к чему обязывает. То есть не надо там бывает, знаете, не краситься, никуда выходить, ни как-то ничего никому объяснять. Ты сидишь себе в телефоне, у тебя твой маленький такой веб-мир. То есть оно ничего от тебя не требует, никаких затрат, а при этом дает тебе какую-то вроде бы как иллюзию возможного чего-то там в будущем, каких-то отношений. То есть тут очень важно не жить в иллюзиях, а мы сейчас все с развитием интернета и всех гаджетов живем, ну так, половину времени в иллюзиях, и надо вот почаще вспоминать, где общая реальность, а где мир такой, так сказать, цифровой. Поэтому на самом деле не важно, где знакомиться, важно, чтобы в том месте, где вы знакомитесь, вы понимали, какие там есть ловушки и какие там ошибки стереотипно женщины, как правило, совершают, чтобы их не совершать. Если вы понимаете, что вам сложно познакомиться и как-то вы знакомитесь постоянно не с теми мужчинами, как, знаете, доступаешь на те же грабли, и вы не можете с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личное сообщение, мы с вами работаем. Также можете это видео сохранить у себя как такую видеопамятку, чтобы помнить, в каком месте есть какие ловушки. И в комментариях можете написать, если вы когда-нибудь знакомились с мужчинами, ну, в тех или иных местах, какие есть там плюсы, минусы, подводные камни. Я буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом, это будет важно для других зрителей. Если вам эта тема понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.